Меня зовут Карина. Всем привет. После недели, проведенной в Питере, я вдохновилась его старыми улочками и решила окружить себя винтажной техникой и купить себе старую видеокамеру. И что из этого получилось и как вообще это снимает, вы можете посмотреть в этом видео. Это я тоже купила в Питере на уделке, и я просто влюблена в эту кофту. Нет никакой нужды надевать сейчас кофту, но я просто так и не надела ее после того, как купила. Поэтому я наслаждаюсь. А еще я ненавижу снимать фото. Я ненавижу фотографии, но обожаю видео. И я пыталась заниматься видеосъемкой чисто для себя уже на протяжении многих лет. Снимать видео можно на любой гаджет. Сейчас, я думаю, видеокамеры есть абсолютно везде. Но у меня телефон, это не совсем новый, Xiaomi Redmi 9T, что в целом меня, в принципе, вполне устраивает. Он выполняет любые задачи, которые я перед ним ставлю, но вот видеокамеров там, конечно же, не ахти. Последние полгода я снимаю на iPhone, который мне не принадлежит. Так вот, невозможно постоянно одалживать чей-то iPhone, а купить iPhone. Поэтому я решила купить видеокамеру. Но цены на камеры нынешнего поколения очень тоже такие хорошие. А что, если я брошу снимать видео через год? Я нашла решение этой проблемы. Вдохновитесь старыми узкими улочками Петербурга и захотите чего-нибудь лампового и чего-нибудь такого вот с душой. И потратьте 3-5 часов на изучение рынка стареньких камер 2000-х и найдите абсолютное золото. Именно так у меня появился вот этот Bad Boy. Старенький, ну не старенький, ему 13 лет. Это то, что я смогла найти, потому что я не могу найти нигде дату выпуска этой камеры. Но самый старый отзыв, который я нашла, ему 13 лет. Она в идеальном состоянии. И она просто прекрасна. Я сейчас сниму то, как я снимаю себя. И как бы... I love it! То, как она снимает. То, как она снимает. Это не просто выглядит хорошо, это выглядит очень хорошо по нынешним меркам. И плюс она все еще передает вот эту какую-то ламповость и вот такую какую-то ностальгию старых кассетных, камкордеров. Это все-таки, конечно, не VHS-съемка, но... По поводу, кстати, VHS, если у вас есть идеи по поводу того, как переносить это на компьютер, на моем компьютере нет даже разъема под огромную SD-карту, и типа я заказала переходник, чтобы перенести данные отсюда туда. Как работать с VHS, если вы мне подскажете, я буду очень благодарна, потому что тогда еще смогу записать все на супер старую камеру. Теперь я расскажу, как ей пользоваться и что в ней вообще есть. На самом деле пользоваться ей очень легко. Вы заряжаете батарейку, вот тут она у нас съемная. Вы открываете крышку. Все, она готова. Вот здесь у нас есть кнопка старта. Тут можно переключать на фотографию или на видео. Фотографии она снимает, конечно, такие себе, очень-очень сильно посредственные. Тут есть всякие кнопки типа галереи и так далее. Переключать, опять же, выключать ее, включать. И, что я вам скажу, здесь тачпад. Экран здесь. Подождите, стойте. Это 2009 год, 2010 год, и тут как бы есть тачпад из 2009 года, который работает, конечно, не как на телефоне, но тут и экран не как на телефоне. Баланс белого, фокусировка, дальность, широкоугольная камера или обычная камера, весь зум, все это можно настраивать вручную. Есть и авторежимы, поэтому это прекрасно. Оптический зум. Прекрасная стабилизация, никаких вот этих shaky hands, ничего такого, все просто идеально. Тут даже есть вспышка. Также я хочу сразу рассказать, что когда вы пойдете лазить на Авито различные там или еще куда-то и будете смотреть разные камеры, по названию вы сможете найти вот такие
да, камеры. И еще похожие на них, но они будут такие более блестящий пластик, то есть пластик он будет выглядеть более дешево, и, соответственно, цены будут в разы меньше. Вы, конечно, можете купить такую, я, честно, не знаю, что это такое, но вроде как, это китайские подделки. Если вы видите на камере вот такую вот букву G, это значит, что это оригинальная камера. Это не фокусируется достаточно, поэтому да. У меня написано, что это Made in Japan, все такое. Вы можете купить себе китайскую как бы подделку, но я не знаю, как она будет работать спустя 13 лет, и проживет ли она еще у вас 13. Потому что я думаю, что вот этой камере ничего не будет. Абсолютно. Продавец меня на Авито предупреждал, что он не пользовался камерой 8 лет, и, возможно, там немножко страдает батарейка. Я особенно этого не заметила. На экране здесь написано, если что, сколько она минут записывает, и сколько у вас еще минут останется. Вот у меня еще батареи хватит на 110 минут. Также у меня здесь есть карта, с помощью которой я могу переносить все на компьютер, то есть мне не нужны никакие тюльпаны, шнуры, мне не нужны никакие DVD-плееры и так далее. Еще тут есть HDMI и USB. Но это какой-то прям супер древний USB, и я таких шнуров у себя дома не нашла, и поэтому я заказала себе переходник с SD-карты на обычную USB-шку, чтобы вставить в компьютер. Так вот, есть очень много обзоров на разные камеры, еще более старые на самом деле, с еще более такими крутыми ламповыми эффектами. Но все зависит от того, что вы именно хотите и какая у вас сумма денег под рукой. Я купила эту камеру за 6500 и заплатила за доставку из Сургута. В комплекте шел зарядник, сама камера, флешка на 64 гигабайта и вот такой вот чехол. Ну, как, я не знаю, он супер мягкий, как бы сильно он камеру ни от чего не защитит, но в целом удобно. Туда не вставляются наушники, туда не вставляется внешний микрофон, но мне в целом это было и не нужно. То, как она снимает, меня вполне устраивает. Больше информации вы найдете на сайте Sony. Они до сих пор имеют всю информацию про каждой камере, которую они когда-либо выпускали, поэтому Sony, спасибо. Когда я захотела себе старенький камкордер или какой-нибудь хэндикэм, я думала на самом деле о качестве намного хуже. Я прям сразу думала про ранние нулевые, когда запись такая вся серая, с помехами, квадратная, 4:3 и так далее. Но я смогла найти эту камеру, и она снимает также лампово. Она все еще сохраняет интересную цветопередачу, она все еще сохраняет очень классную какую-то вот эту перспективу. Я не знаю, как это передать. На самом деле, если вы задумываетесь о том, чтобы купить себе старый камкордер, который еще старее, соответственно, можно купить еще дешевле, и просто хронику какую-то вести своей жизни, это, мне кажется, очень круто. Я летом с подругой еду на Алтай, на ферму, на 2 недели. И я просто жду не дождусь, когда уже можно будет использовать эту камеру во всю полную мощь и убрать, главное, телефон, потому что снимать на телефон и снимать на камеру — это 2 абсолютно разных вайба, и снимать на камеру так намного круче, потому что тебя ничего не отвлекает. В телефоне постоянно какие-то уведомления, что-то там это, блин, так много вещей, которые тебя могут отвлечь, а камера, ты все еще в моменте. Просто ты снимаешь это дополнительно еще как воспоминание. И это просто великолепно. Если у вас есть вопросы по покупке, по изучению рынка хэндикэпов, что я обожаю изучать рынок, когда что-то нужно купить. Поэтому я знаю сейчас о камкордерах, наверное, ну, может быть, не все, но очень много. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте это в комментариях. Если у вас есть какие-то комментарии, оставляйте это в комментариях. А еще, наверное, если все-таки вы думаете, купить или не купить, купите и поснимайте. А вы всегда можете это, если что, кому-то продать или отдать. Особенно, я думаю, это прикольно работать с детьми, когда вы не хотите, чтобы они постоянно сидели в телефоне, но им нравится, например, не знаю, снимать видео, там, снимать какие-нибудь тиктоки и все такое. Можете дать им просто старенький камкордер, чтобы они снимали вообще все, что происходит вокруг них. Блин, какой потом может получиться прикольный видос?
Все. Меня зовут Карина. Я рассказала вам про старую камеру 2009 года от Sony. Спасибо огромное за просмотр и